Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца марта. Давайте мы посмотрим, что же вам готовит первая половина марта. Первые 2 недели с 1 по 15 марта соответственно. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, не персональный. Надеюсь, большинству из вас этот расклад подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Также не забудьте подписаться, если вам видео подходит. Буду очень-очень рада новым зрителям, новым подписчикам на своем YouTube-канале. Итак, давайте посмотрим, что же, соответственно, ожидает вас в этой первой половине марта месяца. Первая карта, которая у вас выпадает, 4 мечей. Ну, возможно, да, вам здесь нужно будет сделать какой-то шаг назад, остановиться, сделать паузу, разобраться в себе, в своих мыслях, в своих чувствах перед какими-то дальнейшими шагами или действиями. 4 мечей здесь показывает человека слепого, который смотрит внутрь себя, который пытается своим внутренним ощущением, чутьем нащупать дорогу. То есть не глазами, не тем, что очевидно, видно, да, а то, что очевидно, очами видно, а то, что вы чувствуете, как вы на самом деле понимаете эту ситуацию, то есть не обращая внимания на явные какие-то, визуальные подтверждающие, вы стараетесь здесь прислушаться к своей интуиции. Возможно, вам нужно здесь кому-то из вас немножечко отдохнуть, сделать опять-таки какую-то паузу, может быть, взять небольшой отпуск или просто какие-то выходные, может быть, вам здесь нужен просто отдых, да? То есть немножечко остановиться, отступить на время, сделать такую паузу для себя. Возможно, вы многое пережили, возможно, вам нужно немножечко отдохнуть от тех трудностей, которые вы прошли. И сейчас для этого может быть самое хорошее время, соответственно. То есть не время для каких-то импульсивных действий или каких-то спонтанных поступков. Вам нужно здесь просто сделать паузу, то есть дать себе время, дать себе возможность отдохнуть, набраться сил, да, может быть, по-другому посмотреть на вещи, поэтому он смотрит внутрь себя. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта Верховная Жрица. Карта Верховная Жрица, карта очень интуитивная в определенной степени, но также это еще и карта, знаете, тоже другого видения, другого понимания ситуации. Возможно, вы здесь по карте Верховная Жрица будете находиться в ситуации, где вы что-то делаете, не афишируя особо, не рассказывая окружающим людям. Может быть, вы что-то обсуждаете с другими в тайне, чтобы другие не узнали, да, люди. Может быть, здесь какие-то есть тайные интриги, какие-то секреты вокруг вас. И, соответственно, по Верховной Жрице вы стараетесь здесь также быть еще благоразумными, мудрыми, может быть, по Верховной Жрице не делать поспешных шагов действий, то есть прислушиваться снова-таки к своему внутреннему чутью, к вашей интуиции, к вашему высшему «я». И, это такая ваша связь с космосом, это что-то вроде такой возможности принимать лучшие решения здесь, если вы прислушаетесь к себе для вашего большего блага, для какой-то вашей лучшей, соответственно, возможности развивать себя и ситуацию как таковую. Может быть, вам нужно здесь больше прислушиваться к каким-то снам или к идеям, которые приходят вам в голову здесь в этот период времени. То есть здесь может быть как раз такая ситуация. Поэтому и 4 мечей с таким здесь слепым человеком. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Не знаю. Давайте посмотрим. Карта 7 Пентаклей. 7 Пентаклей, ожидание, понимание, что вам нужно опять-таки замедлиться. 7 Пентаклей это тоже как замедление, это пауза, это необходимость приостановиться немножечко. Это необходимость здесь проанализировать ситуацию, то, что вы уже сделали до сих пор, к чему вы стремились, что вы добились своими усилиями, может быть, подвести какие-то итоги.
и понять, куда вы дальше хотите двигаться, что вы хотите дальше делать, довольны ли вы тем, как обстоят дела, или можно что-то улучшить. Если можно улучшить, как это улучшить, как это сделать, соответственно. Если нет, может быть, нужно в новом направлении двигаться. То есть здесь вы практичны очень, вы стараетесь разобраться и принять решение о своих дальнейших действиях, и основаны эти решения на том, что уже вы имеете на сегодняшний день, из того, что вы сделали, да, то есть вот какие шаги вы уже предприняли. Давайте посмотрим еще. Здесь еще и двойка мечей у вас. То есть тоже как сдерживание своих чувств, сдерживание своих эмоций. Кто-то из вас может чувствовать себя в тупике. Может быть, вы как на перепутье находитесь здесь. Возможно, можете переключаться между несколькими разными вещами. То есть вы должны пытаться и пытаетесь принимать решения здесь. Возможно, вам предстоит здесь принять непростое решение, и некоторые из вас даже не хотят принимать это решение, как будто бы долго медлят перед тем, как принять решение, сопротивляются этому решению, потому что вот вы не хотите на какую-то ситуацию смотреть явно, да, в другой колоде там девушка с завязанными глазами, то есть вы не хотите обращать внимание на какие-то вещи, не хотите замечать какие-то вещи, делаете вид, что их нет. Да, поэтому не хотите принимать решения. Но в любом случае здесь нужно вам сделать шаг назад, не нужно торопиться, не нужно делать спонтанных каких-то решений, нужно прислушаться к себе и стараться очень благоразумными быть, когда вы это решение принимаете. И семерка пентаклей, понимать реально, что вы получили, чего не получили, да, и стоит ли дальше, там, не знаю, вот засеяли поле пшеницы, получили урожай, а он меньше, чем ожидаемый. Стоит на следующий год там пшеницу сеять или все-таки, допустим, стоит засеять 1 год рапсом, к примеру, да, и потом продолжить. То есть здесь вот у вас как будто есть необходимость принять решение, как лучше поступить. Действительно ли стоит этих усилий ваших дальнейшее движение в этом направлении или не стоит? Или все-таки, да, нужно вот что-то другое сделать. Может быть, здесь какие-то обманные методы или уловки могут быть для достижения желаемого, потому что здесь все-таки есть верховная жрица, а это тайны, это секреты, это какие-то интриги, которые могут здесь быть. Поэтому, да, вот такой вариант тоже может здесь прослеживаться, какая-то вот такая не совсем честная, манипулятивная игра, когда вы пытаетесь получить желаемое, ну вот такими какими-то закулисными играми. Давайте посмотрим. Карта Звезда. Желание двигаться к своей цели, что-то, чего вы действительно желаете, и карта умеренность. И у вас, да, есть шанс что-то здесь важное получить. Вот вы к этому идете, но этот путь, он требует определенного баланса, размеренности, умения адаптироваться, умения подстраиваться, умения быть более гибким, не таким жестким, как вы, может быть, себя проявляете, но и также, да, быть справедливым, беспристрастным, может быть, равноправным. Да, у вас может быть соблазн схитрить, манипулировать здесь или проявлять какую-то чрезмерную такую жесткость, быть упрямым, может быть, стратегически мыслящим, но вам нужно помнить о человеческих связях, об умении быть добрыми, умении по карте умеренность находить какое-то равновесие, золотую середину, то есть уметь договариваться, уметь в каком-то находиться состоянии такого вот опять-таки баланса, да, осторожности, осмотрительности, понимания, что правильно, что неправильно, чего лучше не делать, да, но при этом вы готовы здесь для достижения своих целей действительно, да, большие делать какие-то вещи, может быть, какие-то значимые шаги. Ну, в любом случае нужно найти баланс между стратегией и между амбициями, неважно, это личные цели или это профессиональные ваши цели, потому что вы к своей вот этой звезде, которую вы наметили, своей цели, можете прийти только таким вот образом, то есть прийти к балансу. Да? И действовать, скорее всего, честно и прозрачно в своих методах, в своих действиях, соответственно, здесь. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта пятерка жезлов и есть карта смерть. И не так страшна эта карта смерть, как она выглядит на самом деле. Да? Карта смерть. Давайте еще посмотрим. Карта туз кубков. И карта четверка кубков. Ну, смотрите, пятерка жезлов, карта такой конкуренции, борьбы, может быть, необходимости, как будто вы хотите
быть правыми, вы хотите что-то вот отстоять, свою позицию, свои интересы, там, вот по 5 жезлов добиться желаемого любой ценой, там, идти стены разбивать, но все равно добиваться своей как будто бы правды. Вот я так хочу, должно быть так, вы не готовы отступать, вот, да, вот, возможно, так. Карта 5 жезлов. Но здесь такое ощущение, что здесь, может быть, знаете, ну вот как будто не каждая, ну, не стоит овчинка выделки, да, часто бывает так. То есть вам нужно понять, стоит ли бороться за то, что вы боретесь, стоит ли это делать, потому что вы можете не иметь того результата, на который вы рассчитывали. И если вы не имеете сейчас того результата, на который рассчитывали, ну, возможно, стоит действительно отступить, шаг назад сделать и подумать каким-то другим способом достичь этой вашей цели, потому что вот таким вот более жестким способом, соответственно, да, конкурентным способом, борьбы способом или такого навязчивого убеждения других людей видеть вещи так, как видите их вы, здесь может быть бесполезно. То есть, может быть, вы так пытались это сделать, но у вас ничего не получится в таком вот варианте. Поэтому вам здесь нужно, ну да, чтобы двигаться вперед, чтобы двигаться по новому пути, чтобы получить желаемое, другим способом нужно действовать. И, ну, вполне допустимо, что у вас это получится, если вы будете действовать каким-то другим способом. Если будете помнить о доброте, о человечности, о балансе каком-то, да, в отношении с людьми. Поэтому здесь эта карта умеренности выпала. Карта смерть — это необходимость, по большому счету, здесь отказаться от каких-то своих нерабочих ситуаций. Вот что-то не работает, не получается, не получается так, как вам, возможно, хотелось бы. И поэтому по карте смерть нужно отказаться от чего-то нерабочего, от чего-то, что не подходит вам, да, отпустить то, что вам больше не подходит. Может быть, вам больше не нужно там, ну вот, да, действовать так, как вы действовали. Может быть, вам нужно потерять даже контроль над какой-то ситуацией, отпустить то, что от вас как бы не зависит. Да? А может быть, вы здесь должны вот как будто избавиться от чего-то, да, потому что у вас появилась новая возможность, да, двигаться по другому пути, может быть, потому что есть туз кубков. И вы можете встать на путь, который будет больший потенциал иметь, и который обещает очень много эмоций, очень много позитивных каких-то для вас свершений, очень много поддержки, очень много вдохновения. Но для этого вам нужно отпустить, карта смерти, вашу былую установку, вашу былую стратегию, может быть, в ваших действиях. То есть сделать шаг назад, понять, что это не работает, что так не получится, и, соответственно, начать действовать по-другому, и это будет приводить вас по тузу кубков к большему счастью, большей гармонии, соответственно, то, что вам здесь и нужно будет. Карта 4 кубков, карта такой неудовлетворенности, она показывает, что, ну да, сейчас может казаться, что некоторые из вас могут какие-то рутинные действия выполнять, может быть, некоторые из вас чувствуют, что застряли в ситуации, когда вы, знаете, вот как будто бы что-то делаете, да, рутинно делаете, но вас не устраивает, соответственно, положение этих вещей, и вы не видите какой-то новой перспективы. Опять-таки, 4 кубков, она показывает здесь возможность, которая вам может даваться. Вот он, этот туз кубков. Но вы почему-то застряли в этой ситуации, и вы не хотите этот новый кубок, эту новую возможность принимать. Может быть, вы боитесь принимать этот новый кубок, да? Может быть, вы беспокоитесь, что это не совсем ваше решение будет или не ваша возможность. Так, 7 мечей, паж мечей снова, карта солнца. Ну, в любом случае, опять 7 мечей, которая здесь есть, вы можете быть не совсем честны в чем-то. Вам нужно бы идти на какие-то компромиссы, вам нужно здесь не пытаться там быстро обогатиться или не пытаться как-то нечестно поступая достичь ваших целей, потому что это, скорее всего, не получится. То есть, чтобы достичь желаемого на новом пути, ваш единственный способ здесь
это вот как будто бы, да, отпустить прошлое и двигаться дальше. То есть, если то, чего вы хотите, вы не получаете в прежней ситуации, то ну, как бы вам нужно просто поменять, может быть, какую-то свою цель. Да, нужно поменять отношение к этой ситуации, нужно поменять методы, поменять способы. Но здесь, скорее всего, вообще поменять эту ситуацию, то есть уйти от прошлого, что не получается, что не работает. И эта 7 мечей, она действительно, да, вот она как будто говорит, что вот вы видите все вот такими глазами, как я художник, я так вижу. Но на самом деле ситуация обстоит совершенно не так, как вы видите. И нужно понять это, принять и увидеть ее вот в таком вот состоянии, как видят ее другие. И по пажу мечей у вас есть шанс двигаться по солнцу к чему-то лучшему, более светлому, туз кубков, солнца, к чему-то более перспективному. Если вы по пажу мечей воспользуетесь этой возможностью, но отпустите что-то, что не работает, 7 пентаклей, что уже не служит вам, что не подходит, соответственно, вам и вашей жизни. Итак, дорогие мои весы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!